Приветствую вас, настоящие будущие авиаторы. И сегодня мы поговорим о совместимости юридической стороны в авиации с практической. Как вы могли заметить, во многих роликах, где я летаю не на нашем аэропракте, я летаю с другими пилотами, да, с владельцами этих самолетов. И тут вопрос не в доверии ко мне, как к пилоту, да. Я наоборот сознательно прошу ребят полетать со мной, чтобы они обязательно присутствовали. А в чем же дело, да, собственно, почему я так делаю, хотя юридически я со своим пилотским я имею право летать на таких самолетах. А дело в том, что каждый самолет отличается друг от друга по своим характеристикам, по манере управления, по расположению приборов, да, по куче параметров. Да. О чем говорить, если два одинаковых самолета одной и той же модели могут чуть-чуть отличаться там в управлении. Да. Вот вы даже когда садитесь на другой автомобиль, вы можете заметить, да, что приборы не там расположены, тумблеры не там, ведет себя машина по-другому. Ну, вы на это не обращаете внимания, потому что за рулем вы привыкаете быстро, да. Но в авиации же нельзя рассчитывать на то, что вы в полете будете думать, а где какой прибор, что вы в полете будете чувствовать, начнете чувствовать, как управляется самолет, потому что это конкретная предпосылка к летному происшествию. Так и что тогда делать? Каждый раз заново обучаться на каждый самолет, тратить 42 часа и кучу денег? Конечно же нет. Один раз обучившись и получив лицензию пилота, вы уже обладаете всеми необходимыми навыками, чтобы по дальнейшем переобучиться и освоить следующие типы самолетов. То есть для того, чтобы пересесть на новый самолет, вам нужно на него ввестись. Вот на самолет это что такое? Это изучение всех его особенностей и налет несколько часов с опытным инструктором до тех пор, пока вы не начнете этот самолет чувствовать и уверенно в нем находиться. Только после этого вы можете самостоятельно на этом самолете летать и, получается, в копилку кинуть еще один освоенный тип самолетов. Конечно, юридически вы можете этого не делать, но надо понимать, что это ваша жизнь, и к этим моментам нужно относиться очень серьезно. Итак, сегодня мы покажем, насколько сложно или несложно ввестись на новый самолет. А чтобы эффект был максимальный, я буду водиться на Ан-2. Да-да-да, на этот Ан-2. Значит, в моем пилотском стоит отметка: самолет однодвигательный сухопутный массой 5700. Максимальная масса Ан-2 взлетная 5300. То есть юридически я имею право на этом самолете летать. А на практике это самолет совсем непростой в управлении и в освоении. Если коротко о самолете, то Ан-2 это легендарный самолет, который освоил кучу профессий. Он летал в горах, на северах, в пустынях. Просто цены ему нету, имеет кучу особенностей, фишек. Реально был очень крутой самолет. Но, к сожалению или к счастью, у меня особое отношение с советской техникой. Я в тебя бензин заливал? Заливал. А масло я в тебя лил? Лил. Бензин где? А масло-то где? Хозяин, свечи. На тебя никакого ремфонда не хватит. Я Ан-2 или где? Поэтому про самолет вам лучше расскажут мои коллеги два Sky, Skyships и Sky Pistons. Поэтому, досмотрев мой ролик, переходите обязательно на их каналы и созерцайте эту красоту. Мы же будем заниматься экспериментом. И первое, с чего нужно начать ввод в строй на самолете, это изучение РЛЭ. РЛЭ это руководство полетной эксплуатации. Там расписаны все характеристики самолета, то есть минимальные, максимальные скорости. Там описана карта осмотра самолета, описаны все процедуры, как выполнять запуск, там, руление и так далее. Грубо говоря, РЛЭ это инструкция к самолету, и вы должны ее знать на зубок, чтобы во время полета у вас не возникали какие-то вопросы: так, а какая здесь скорость срыва, так, а где здесь какой тумблер. То есть это факт, вы должны знать РЛЭ. Вот первое, что делаем, это вот читаем, изучаем РЛЭ. Кстати, можете заметить, да, самолет, на который мы сегодня будем вводиться, наш Ан-2, это не обычный Ан-2, это Ан-2 с VIP-салоном. То есть владелец решил его переделать под VIP-салон. Здесь 6 всего лишь мест на огромную махину Ан-2, и шумоизоляция сделана. То есть круто. Тоже необычная, не на обычном самолете сегодня будем летать. И вот в ходе изучения РЛЭ я дошел до пункта карта осмотра самолета. То есть осмотр самолета перед вылетом. И изучая этот пункт я конкретно уже на матчасти. То есть докажу до какого-то пункта осмотр стабилизатора. И погнал. Читаю, что смотреть, где видеть и так далее. То есть все непосредственно отрабатывается на матчасти. Итак,
все касается всего РЛ. То есть нужно непосредственно на матчасти все осматривать и закреплять с тем, что написано в инструкции, чтобы вы запоминали быстрее, лучше и все видели наживо, не картинки какие-то, а наживо все было. После этого идет отработка в кабине. Так как наш аэропрак по сравнению с Ан-2 это велосипед, ну вы можете видеть, насколько здесь больше приборов и тумблеров, то очень важно привыкнуть к кабине, привыкнуть ко всем этим приборам, знать, как они работают и просто выработать мышечную память. Как это сделать? Для этого вам нужно играться в летчиков. То есть вы реально садитесь в кабину и отрабатываете четко по РЛ каждый этап полета. То есть там запуск и прям читаете. Ага, открыть пневмосистему, шприц, и вот прям имитируете все свои действия, чтобы ваши руки уже вырабатывали мышечную память. И когда вы уже сядете в полет с опытным инструктором, да, у вас уже гораздо проще будет ориентироваться, вы уже знаете, где какой тумблер. А надо учитывать, что еще в воздухе есть такой коэффициент офигевания. То есть там намного дольше у вас будет все это привыкание и вырабатывание мышечной памяти и все остальное. Поэтому очень важно на земле отработать, привыкнуть к кабине, почувствоваться, уединиться с ней, то есть слиться в одно целое. Играйте в летчиков. Вообще, ребят, наземная подготовка – это очень важный этап. Как говорится, успех в воздухе куется на земле, и не надо этим пренебрегать. Тем более в случае с Ан-2, зная его расход 120 литров на крейсере только, про взлетный режим я вообще молчу. Если вы подготовитесь хорошо на земле, вы сэкономите кучу денег, да, чтобы вы в воздухе не тратили время на привыкание. Ну и, ребят, вот после только всего этого, что я вам перечислил, да, сейчас, можно уже звать опытного нашего пилота и пробовать первый раз подняться на самолете на новом типе. Сразу говорю, я лечу первый раз, самолет намного сложнее и очень многие действия на себя будет брать пилот. Моя задача сейчас полететь и рассказать вам свои эмоции, да, свои впечатления и как это вообще выглядит, когда пересаживаешься на другой самолет, тем более самолет, который так сильно отличается от аэропракта. В общем, смотрите, как мы сейчас полетим, мой первый полет на новом типе. Да, самолет, конечно, исполинский по сравнению с аэропрактом, все такое мужицкое, большое, чувствуешь кончиками пальцев вибрации двигателя, количество приборов, просто глаза разбегаются. Для этого ты и сидишь и делаешь вот эти водные полеты, да, чтобы привыкнуть, контролировать приборы контроля двигателя постоянно, тут их огромное количество, тренироваться запускать самолет, куча АЗС здесь, да, куча тумблеров, тримируется самолет по всем каналам, по элеронам, тримируется ну, по крену, по рысканию, по тангажу, вообще по всем каналам. Очень круто, и, конечно же, обязательно нужно к этому готовиться, потому что если вы прыгнете в самолет, да, юридически вы можете это сделать, ну и просто офигеете. Это будет самое главное и самое печальное предпосылка к летному происшествию. Вот так вот. Не знаю, с чем сравнить, как будто на автобус пересел. И вот каждая мелочь, да, складывается в то, что у каждого самолета есть свой характер, свои манеры, да, в управлении, которые вы должны познать, почувствовать, и только после этого на нем самостоятельно уже выполнять полеты. Да, конечно, вот смотришь налево и видишь, что у тебя два крыла с непривычки, офигеваешь. Круто, круто, очень круто. Прям вибрации двигателя отдаются в штурвал, чувствуешь себя настоящим летчиком 40-х годов. 36, Можайский старт. 36, обязательно скажите своим зрителям, чтобы подписались на ваш Инстаграм. Ну что, ребята, если диспетчер говорит, то нужно подписываться. Так что, если хотите следить за всеми новостями и быть в тренде, подписывайтесь на мой Инстаграм обязательно. Даем обороты и уходим. Вау, какой он хороший. Да, конечно, вот мы сейчас прошлись где-то на 2-3 метрах, да, совсем по-другому сидишь, ты намного выше от земли, и к этому нужно привыкать обязательно. И тут очень важно поймать момент, глиссаду удерживать рудами как. Выравнивание, выдерживание, выдерживаем самолет. Касание, ой, кошмар, конечно.
очень круто и очень по-другому, совершенно другие эмоции и впечатления, и чувствуешь совсем по-другому самолет. Ну и, ребят, как бы вот первый мой полет в качестве пилота данного самолета с помощью опытного пилота Михаила совершили, ну что, по кругам летать, да? Вам же нужно еще показать, на что авиация способна, в принципе. Вот решили подсесть возле красивого озера. Тут есть маленькая площадочка, озеро уже, правда, замерзшее. Ну, просто вот посмотрите, какая красота. Прилетел на Ан-2, сел, удочки вытащил, кто рыбачит, порыбачил. Круто. Сейчас полетим обратно. Чтобы вы понимали, я первый раз сижу за штурвалом Ан-2, вообще первый раз. Эмоции, конечно, меня переполняют. Круто. Крутая штука, но обязательно нужно водиться. Неважно, садитесь вы с аэропракта 22 на 32, либо там, не знаю, с Цесны на Ан-2. Вам в любом случае нужно водиться, привыкать к самолету. Вот я сейчас сел, вообще обалдел. Мне, не знаю, часов 5-7, наверное, уйдет на привыкание к этому самолету. А так круто. Короче, владение самолетом очень крутая штука. Смотрите. Someday you'll look back and you'll see. Ну что, вот я и показал вам, как выглядит процесс ввода на новый самолет. Сразу скажу, сегодня на Ан-2 я не велся, и по своим ощущениям мне понадобится часов 5-7 налета с нашим опытным пилотом, чтобы почувствовать самолет и быть уверенным в своих действиях. Опять же, если вы летаете и не уверены в своих действиях, значит ли вы летаете небезопасно. Конечно, пересесть с аэропракта на Ан-2 это не самая простая задача. Пересесть со 172-й Cessna на Piper Cherokee какой-нибудь, да, намного проще. Но не надо забивать на эту процедуру. Самолеты все разные. Обязательно нужно водиться, чтобы почувствовать самолет. Опять же, самый крайний рубеж безопасности – это вы. Ну и, господа, я надеюсь, вы можете по видео оценить, насколько это красиво, насколько это кайфово летать, подниматься в воздух. Поэтому вы можете там 50 раз пересматривать наши ролики, но только приехав на аэродром, сев в самолет, вы, поднявшись в воздух, вы поймете, насколько это круто. Действительно почувствуете это. Так что открывайте сайт AOPA Maps, выбирайте максимально ближайший к вам аэродром, звоните, приезжайте и летайте. А чтобы ускорить процесс привлечения новых людей в авиацию, я опять провожу конкурс на полет на самолете. Для этого вам нужно подписаться на мой канал, поставить колокольчик, лайк, комментарий оставить под этим видео. И через 2 недели я проведу стрим, где выберем победителя. Заодно и пообщаемся. Удачи!